Здравствуйте, здравствуйте, да. Кто любит покушать, тот я. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут до сих пор Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, следите за обновлениями. Сегодня мы приехали очередной раз на рыбалочку вместе. Ух ты! Ёпсель-матрёпсель, скользко! По горе тут спускаться. Ё-моё! Рыжина! Рыжина! Как ты так легко сюда спустился, а? Только то, что нужно, беру с собой. Это, конечно, фидер. В ведре у меня здесь и прикормка, и какие-то снасти, столик, и остается кресло. Сейчас все низ снесу с горочки горы. Побежал. Ну, вроде нормально сошел, а мне там скользко в этих сапожках. Я боюсь, что сейчас, конечно, навернусь здесь, как полагается. Я ж такой человек. Я и в прошлый раз упала, весь костюм испачкала, пока со спиннингом ходила. Смотрим, смотрим, смотрим. Заброс, конечно, здесь можно будет, наверное, делать придется боковой. Сейчас пойдем немножко пройдем вот сюда. Фидер, который я полюбила, фидер, которым я пользуюсь, называется он Волжанка ProSport Думчев Супер Фидер. В росте 3,9 с тестом 80+. Для спортсменов, он сказал, производитель. Ну, что ты поделаешь для спортсменов? Я, конечно, не спортсмен, я тот еще доночник и колокольчик. Катушка Волжанка, 1000 лет ей уже тоже. Волжанка 5 Спорт. Ой, 5 Спорт. 1000 лет моей катушки называется Волжанка ProSport 5004. Короче, надеваю стопорок, после чего у меня идет вертлюг с карабином, и после этого у меня снова идет стопор. Дальше обычно спортсмены делают всякие эти отводики. Это я делаю просто петлю, но делаю ее не стандартного, а вот такого большого размера. И она получается как отвод. И поищем место маркерным грузом. Маркерный груз 80 грамм. Пока ставлю его. Давайте вот так, на всякий случай, чтобы если что. Вот так. Ракушечник пошел вот. Такой прям. Так. Снова песочек или ракушечник. Я в первый раз вижу, как это колод рыбу вообще показывает. Это очень забавно выглядит на самом деле. Очень красиво, но очень похоже на судака, да? Я нашла кучу моментов с какими-то деревьями. Вроде глубина нормальная, но над ней лежат какие-то коряги, за которые я, скорее всего, буду цепляться впоследствии того, когда буду ловить. Кормка у меня сегодня лещ Спорт черный РС. Подготовилась уже. Вот так вот выглядит мое место. Слава богу, есть вот такой вот зонт, под которым можно спрятать кресло и все свои вещи. Ну и 2 фидера у меня, соответственно, здесь. И здесь под ногами пришлось наложить немного палок для того, чтобы не скользить. Потому что вот эта вот вся чача, она просто пипец какая скользкая. Здесь у меня уже заварен корм, 2 увлажнения он прошел. Сегодня добавила сюда печево. Из наживок у меня червь нарвозный, опарыш красный, опарыш белый, мотыль. И есть кормовой мотыль, и есть кормовой опарыш. Сейчас еще будет кукурузка. Как-то тяжело получилось разложиться, учитывая то, что 2 раза я оборвалась. Вообще как-то прям разозлило меня это все. Вы меня видите? Я наживляюсь. Ставлю опарыша на верхнее удилище. И мотыля сейчас. На нижнее удилище я поставила червячка. Так. Раз. О, хорошо увлажнен. Со 2-го раза вообще огонь. Такая кормушка. Ребят, первый заброс. Наконец-таки. Ой, первая поклевочка. Опа. И есть рыбка, ребятки. И есть рыбка у меня сразу. Сейчас посмотрим. Ну, судя по всему, либо плотвичка, либо густерка, что-то не крупненькое. Ну,
Я надеюсь, что это не еж. Но я думаю, что это не еж. Это у нас бустера, ребят. Сила была. Вот такая вот красивая. Ну на, понюхай, на, понюхай. На. Ну, понюхай. Первая рыба есть, это уже хорошо. Это значит, что может быть подойдет что-нибудь покрупнее. Мы будем этого ждать. Хотя первый заброс и рыба это не всегда лут. Иногда после первого заброса и рыбу больше не клюет вообще ничего. Опарыш и 2 мотылька. В корм пока только печево добавила. Вот такая наживка у меня была. Ну и проблемы у меня с забросом здесь. Гора это сзади не очень сильно мешает. Я при первом же забросе обрывал первый же крючок, ребят. Понимаете? Ребят, ну и соответственно... Опа! Блин, ё-моё! Поклевочка здесь еще одна есть. Вот так вот. Водок поставила 0,1 абсолют. С большим поводком, с утолщенным. До этого был 0,9 сила. В этот раз поставила 0,1 абсолют. И вот, пожалуйста, тоже рыбка есть. Но это только какая-то крапинка. Кукурузка в прикормочку. Ножницы специальные. Если сначала поклевки произошли одна за одной, то сейчас пришлось выждать, наверное, минуты 4. Еще одна густера, ребят. Вот такая вот знатная. Густерка густеперовная, пожалуйста. Видите? Оп. И оп. О, солидосик такой. Оп. Оп. Добавляю сейчас уже в прикормку кукурузу. Рыба все уже пореже дает о себе знать. Буквально там 3-4 точки густерки сняла, и все. И теперь уже начинается, как обычно, молчание ягнят, и придется что-то придумывать. Но я думаю, что просто нужно больше выжидать паузы. Возможно, не чистить все с перезабросами, потому что все-таки еще... И снова густерка. Ну, красота. Красота. Такая. Вот такая красота. Comment ça? Turn the key and cooler off. Собака вот так вот сидит на горе. Ты следишь, да, Рамс, за поклевочками? Бывает подойдет к фидеру, лапу поставит и держит. Как будто ждет поклевку. Приняла решение сейчас сделать плюс 3 оборота к себе, ближе к себе, для того, чтобы отойти от того места. Во-первых, я тут все время цепляюсь, а во-вторых, цеплялась. Во-вторых, там сильнее течение. И да, рыба, ребят, стоит со стороны. Снова густера. Вот такая вот хорошая, красивая. Причем поклевка произошла практически сразу после заброса, понимаете? О, дождь пошел. Хорошо, что я под зонтом.
Вау! Вот такая вот густера уже ниже по течению взяла. Что-то я, смотрю, знатно потемнело. Сейчас вот рыбка как будто набегом. Как будто, кстати, она просто пробегает сейчас мимо сюда. Но я перестала давать в корм. Барыши почти, у меня там ничего нет. И еще один пузатый. Это кто к нам вот этого пузача привел? Правильно. Добавленный лиманник в корм, друзья. Это на той, которая стоит ниже по течению. Ага. О, и здесь густера теперь. Так, ребятки, еще одна густера. И знаете что, походу все-таки лиманничек работает положительно. Сказывается на рыбке, потому что после того, как я его начала добавлять, она наконец-таки снова вернулась, подошла. В этот раз, вот видите, раз на раз не приходится. То он помогает, то он, наоборот, негативно влияет. Вот я сейчас несколько раз забросила, да, с лиманом. И у меня почти сразу поклевка. Поставила больше крючок, и походу, если там сейчас будет рыба, она засекла. Да, есть, ребят, рыба. Даже не хочет показываться. Сейчас посмотрим, кто там у нас. И она засеклась в мое отсутствие, понимаете? До сих пор я не увидела. О, какая красотка. Понимаете? Нужен больше крючок, ребят. Маленький крючок не всегда very good. Особенно, когда ловишь там, где по ходу течения. О. И еще одна вот такая вот красивая. О, это вообще хорошая густера. Вкусный перекусик. Рыбка периодически поклевывает. Конечно, не так бы, как хотелось бы. Но я тоже губу сильно раскатывать, наверное, не должна. Потому что все-таки что у нас? Весна. Ой, вот как только шуму поддала. И все. Вот. И сразу хоть какая-то поклевка пошла. То ли леска, то ли надо на один вообще фидер ловить. Я не могу понять эту рыбу. То ли просто подошла. Фиг ее знает. Мне умом эту рыбу не понять вообще. От слова совсем. Подлещика, кстати, до сих пор ни одного за все эти рыбалки пока не было. Пока исключительно вот клюет густера. Я не сильно, конечно, упиралась. Может, можно было лучше, можно было как-то больше, там, типа, по-спортивному, но немножко что-то вон получилось. На дне там какая-то густерка плавает. Плавает, и то хорошо. Вот столько вот густеры. Ну, как бы стандартная рыба для этих мест. Мало, но все равно хоть что-то есть. Конечно же, я ее сейчас отпущу. Все, ребята, с этого места уезжаем. Ну и увидимся, конечно, завтра. Пока. Ну что, воскресенье, выходной, второй день рыбалки. Это рыбалка, кстати, без ночевки. Это просто второй выезд с разведкой на Осиповическое водохранилище в новые места, где кто-то просто пипец как форсил до нас. Ребят, я просто не могла вам не показать. Я просто офигеваю, да? Смотрите, ну, типа, возле водохранилища это место купить вот такое вот нельзя. Но вот, пожалуйста, вам дом, скамейки, пирс у кого-то уже здесь стоит.
Скоро, я чувствую, в аренду сдавать будут. Вы представляете? Смотрите. Самый настоящий дом. Мы приехали, ребятки, на новое абсолютно для себя местечко. Выбрала такое, как уютный затончик, видите я. Прикольное местечко, достаточно чистенькое. Ага. Следы рыбаков. Кормили светлой прикормочкой. Хорошо, сейчас плохая погода. Людей практически нет на водохранилище. Они все, Рамс, скажи, собираются, где кто-то показал. Ну а мы находимся в поисках новых мест для себя. Вот там он, получается, мель. А вот здесь вот мы по карте посмотрели. Вот здесь вот у нас идет яма. Вот здесь вот тоже интересное место. Можно и отсюда фидер побросать. В общем, обловить, так сказать, две стороны. Воскресенье, второй выходной. Я приехала на новое место для того, чтобы порыбачить на нем на фидер. Я сейчас посещаю Осиповическое водохранилище, потому что сейчас реально нигде невозможно найти рыбу и ее половить. В следующей неделе это место, я уверена, ребят, что оно будет занято, и другие места, потому что на следующей неделе 15 градусов тепла и солнца. Ребят, как только мы приехали, сразу пошел дождь. Дождя так не было вообще сегодня. В принципе, мы ездили, что-то там подморашивало и все. Фидер у меня волжанка, мой Проспорт Думчев. Привязала новый шок-лидер. Я вчера на рыбалке оторвала, наверное, раза 3 шок-лидер, потому что ловила в закоряженном месте. В качестве наживки надену одного опарыша. Почти чулочком. Давайте 2 мотылика. Мотылика вот так. Ну и все, первая пошла. Кормушка вообще без ничего, просто с кормом. Сейчас понюхаем. Ничем не пахнет вообще. Сейчас для того, чтобы защититься от дождя, поставили шатер. Кострища. Ну, здесь, ребят, мусора много, но бывает еще больше. То есть здесь везде свалка, но здесь свалка не такая, не до конца. Ты кушать хочешь или что? Так что ты хочешь? Ребятки, чуть не унесло фидер, отвечаю. Неужели? Может, сюда какой? Очень тонкий водок. Кто там у меня? Что-то крупное, ребята. Что-то реально крупное, блин. Чуть не унесло, блин, фидер. Я как увидела, офигела. Что это? Карп? Офигеть. Это линь. Подсак? Да. Точно. Ребята, это линь. Причем очень сильный, ребят. Очень крупный линь, ребята. Без подсака я его, конечно, не рискнула. Но это линь. Офигеть. Офигеть, ребята. Он чуть просто не снес. Это линь, ребята. Посмотрите, какой здоровый. Посмотрите, какой огромный линь. Посмотрите, какая красота, ребята. С пиявочкой он даже на рту. Обалдеть, ребят. Обалдеть. Кто бы мог подумать, что я поймаю вот такого вот дракона, вот такого вот динозавра на Осиповическом водохранилище ранней весной, в дождь, в непогоду, в ветер, вообще непонятно где. Друзья, посмотрите, какой красавец. Посмотрите. Посмотрите. Я так редко вижу линя. Так редко, но это очень приятная встреча. Ух ты, как глубоко заглотил. Да ты еще и... Он еще и, ребята, голодный. Хорошо, что я повернулась. Он бы мою удочку утянул.
И вот так. И получается, ребят, вот такая штука. Сейчас будем забивать ее кормом. Прям закладываю кормежку. Сюда вставляю один гачок. Сюда. Сюда вставляю другие. И все это дело я вот так залепляю. Вот так. Оп. Важно, чтобы на смоктухе были очень короткие поводки, чтобы крючки не путались между собой. Первый Горыныч установлен. Колокольчик, естественно, для сигнализации поклевки, потому что такие снасти по 10 раз не перезабрасываются. Я наживилась на вторую. Червячок, опарыш с мотылем. Какая у меня красота, ребят. Решение еще проверить удочкой береговую линию. Затон-то интересный, если попался линь, может быть карась. И не очень часто возле берега весной, там где потеплее. Сильно кормить удочку не буду, я сделаю 2 кормовых шарика. Вот таких. Эти кормовые шары, они у меня с лимоном. У меня сегодня в планах сделать вкусные вкусняшки. Ни разу такие не делала, сейчас попробую. Случайно совершенно увидела рецепт в интернете. Для того, чтобы мне это сделать, мне понадобится бекон, сыр, томат, свежие листья капусты, яйцо и тостовый батон. Маслице. Опа, опа, опа. Раз. Два. Раз. Два. Было 4 яйца. 4 яйца оказалось много. Наверное, можно было, не знаю, 2 яйца, 3, но не 4. 4 оказалось многовато, поэтому я, видите, сейчас жду, пока вот это все возьмется штука. Почти уже, видите, взялась. Поэтому сверху я сейчас накладываю вот так вот. Раз. И 2 тостовых батона. Я даже не буду показывать, что должно было получиться. Выглядит оно не очень, но почему-то мне кажется, что должно быть вкусно. Просто все та же, ребят, яичница. Только сбитая в комок с батоном. Вот и все. Все то же самое. Отошла в сторону, ребята, и вот поймала какую-то рыбку. Сейчас посмотрим. Сейчас увидим, что тут у нас клюнет. Гумстерка, что ли? Или плотвичка? О, плотвичка. Вот такая вот плотва.
Какая-то вся бедненькая, больная, в черных пупырышках, но, тем не менее, это плотвичка. Видите? Очень длинный поводок у меня, значит. И она на мели, понял? В повестке дня у меня сегодня к вечеру, и, конечно, на дальнейших моих выездах будет вот такая вот маленькая турбопечка, которая идет вот в таком вот удобном чехольчике, который затягивается удобненько, и из которого она потом удобненько достается. Это основные составляющие моей турбопечки. Она очень легкая, но при этом она служит для того, чтобы готовить пищу на природе и подогревать воду для того, чтобы заваривать вкусный горячий чай или кофе, друзья. Значит, вот этот вот вентилятор, он надевается вот сюда на вот такой вот защип. Но для его эксплуатации нужны 2 больших пальчиковых батарейки. Вот эта вот емкость, в нее помещается все, что может гореть. Например, шишки, которые я уже насобирала заблаговременно. Помещается емкость у нас вот сюда. И следующее, что я делаю, это размещаю вот эту вот поверхность, она тоже с такими ножками, на которые устанавливается чайник, либо другая любая посуда, в которой осуществляется приготовление пищи или ее разогрев. Так вот, хоп, и сюда чик. Эти ножки для того, чтобы можно было всю конструкцию собрать удобно, они разворачиваются внутрь. Кроме того, здесь у этой турбопечки есть ручки, за которые ее можно перенести, и специальные ножки для установки на любой поверхности. Теперь вот сюда вот внутрь нам нужно поместить все то, что может гореть. Это могут быть какие-то щепки, это могут быть даже вот такие вот шишки, которые вы найдете в любом лесу, в котором будете находиться. Короче, сыпите сюда все, что хотите. Для того, чтобы ее разжечь, я прочитала, нужно сначала уложить на дно что-то, распалить это и только потом полностью заполнить топку. Сейчас попробуем, потому что наложить шишек и распалить ее просто так не удалось. Да, друзья, распалить эту штучку оказалась та еще задачка без вентилятора. Попробуем в следующий раз с вентилятором. Думаю, что сейчас водичку закипятим. Еще раз показываю вам эту красивую рыбу, которая, можно сказать, сделала сегодняшнюю рыбалку незабываемой. И мы, конечно же, пойдем и этого красавца. Что сделаем? Отпустим. Красавчик. Давай, дружище, набирайся сил. Опа, поплыл. Красавец. Пускай живет, пускай растет. Я такое чудо, ребята, забрать не могу. Ребята, я походу поймала рака. О, прикол, да? Зацените. Слушай, ну, пацан, ты сожрал вообще-то? Что ты сделал? Сожрал мой крючок. Ну, что за парень? Что за парень? Ё-моё. Ё-моё. Ёшкин-матрёшкин. Отдавай крючок. Такая вот гадина клюнула, а? Гляньте. Ух, какой, а! Скоро будет большой когда-нибудь. Через много-много лет. Отпусти. О, как сильно! Отпусти! Отпусти! Вот гад. Ё-моё. Ё-моё. Отпускай, доставай из рота. Я тебя отпущу. Оставила там? Не. Хай идет. Оп, пошел. Пускай идет. Выходные получились насыщенными и очень интересными, и по-весеннему тяжелыми. Но я не унываю, рыбку я увидела. Я увидела огромного весеннего линя и даже рака. Ну а вы, если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока, друзья! You don't even have to ask to be the cat in the sun.